Вы когда-нибудь задумывались, что произойдет глубоко под землей, если выкачать из нее природный газ? Нам рисуют пугающую картину — гигантские каменные пустоты, готовые однажды обрушиться и утащить за собой целые города. Кажется логичным, раз человек забрал огромные запасы, внизу должна остаться дыра. Но что, если я скажу вам, что Земля ведет себя ровно наоборот, и это куда удивительнее? В муниципалитете Гронинген, Нидерланды, в тихом равнинном краю, где сильных землетрясений не бывает, вдруг поползли трещины по стенам домов. Толчки возвращались снова и снова, и за годы их набралось больше 1000. А сам этот край начал медленно проседать, словно тонул у всех на глазах. Сегодня на канале «Скрытый горизонт» мы разберем, что на самом деле творится там, в глубине. Вы узнаете, почему после добычи под землей не остается никаких пустых пещер. Мы выясним, как обычная газовая конфорка связана с дрожью земли и трещинами в домах. И самое главное, поймем, почему богатейшее месторождение Европы пришлось закрыть навсегда. Давайте начнем с самого большого заблуждения, которое живет в голове почти у каждого. Когда мы слышим слово «месторождение», мозг рисует огромную подземную пещеру, до краев заполненную газом. Кажется, будто буровая просто протыкает крышу этого хранилища, и газ со свистом вырывается наружу. Но если бы под землей и правда были такие пустоты, планета давно бы проседала под собственным весом. Правда в том, что никаких газовых пещер и подземных озер не существует в принципе. Природный газ прячется внутри самого обычного на вид камня. Чаще всего это песчаник. Поднимите с большой глубины кусок такой породы, и перед вами окажется сухой серый камень. На вид он твердый, плотный и абсолютно безжизненный. Где же здесь газ? Секрет, как всегда, прячется в микромире. Возьмите обычную кухонную губку и капните на нее воду. Жидкость мгновенно уйдет внутрь. Так происходит потому, что губка пронизана тысячами крохотных пор и ходов. Газовый пласт устроен точно так же, только вместо мягкой губки здесь твердый камень. Он весь пронизан микроскопическими порами, и как раз в них, под огромным давлением, заперт газ. Расстояние между песчинками бывает в десятки раз тоньше человеческого волоса. Именно в этих крохотных каменных клетках топливо и ждет своего часа в темноте. А чтобы газ не сбежал наверх, природа накрывает пласт сверху плотной непроницаемой породой. Этот слой работает как надежная крышка. Он запирает газ и не выпускает его наружу. Без такой крышки топливо давно бы просочилось вверх и растаяло в воздухе без следа. Так под землей и получается природная ловушка. Пласт пористого камня под каменной печатью. И спрятана эта ловушка не у самой поверхности, а очень глубоко, под толщей грунта и скал. На дне лежат целые километры породы, вес которой трудно даже вообразить. Запомните эту деталь. Позже именно она перевернет всю нашу историю. Мы выяснили, где прячется газ. Теперь разберемся с той самой силой, что заперла его в камне. Газ в порах сидит неспокойно. Он сжат под чудовищным давлением. Откуда она берется? Все дело в том самом весе, о котором я просил вас не забывать. Над пластом лежат километры тяжелой породы, и вся эта громада давит вниз. Газ, запертый в порах, оказывается стиснут так, что его напор трудно даже представить. Он буквально распирает камень изнутри и рвется туда, где просторнее и свободнее. Знакомое чувство? Вспомните бутылку сильно газированной воды, которую хорошенько встряхнули. Пока крышка закручена, газ сидит внутри тихо и ничем себя не выдает. Но стоит ее сорвать, и вода с шипением рвется наружу через горлышко. Под землей роль такой крышки играет плотная порода, что запечатывает пласт сверху. Пока она цела, газ остается на месте, стиснутый и притихший в каменной ловушке. Именно это давление и делает добычу такой выгодной для человека. Не нужно выкачивать газ насосами, он сам рвется наверх, стоит лишь дать ему путь. Но здесь прячется деталь, которую нужно запомнить до самого конца видео. Сжатый газ не просто ждет своей очереди.
Он еще и подпирает камень своим напором изнутри. Он работает как невидимая опора, помогая песчинкам держаться на своих местах. Пласт остается плотным и прочным во многом благодаря давлению газа в его порах. Пока эта опора на месте, глубоко внизу царит равновесие, копившееся очень долго. Все держится в тонком балансе. Тяжелая порода давит сверху, упругий газ подпирает снизу. И этот баланс сохраняется ровно до 1 секунды, пока в дело не вмешивается человек. А вмешаться он собирается всерьез, с буровой вышкой, стальными трубами и точным расчетом. Что случится в тот самый миг, когда скважина впервые пробьет каменную печать? Именно с этого мгновения и начнется все самое интересное. И вот наступает тот самый миг, ради которого затевалась вся история. На поверхности вырастает буровая вышка, и стальное сверло вгрызается в землю. Метр за метром оно проходит сквозь грунт, глину и твердую скалу. Путь не близкий. Чтобы дотянуться до пласта, нужно пробурить несколько километров вглубь. И вот, наконец, скважина протыкает ту самую каменную печать, что запирала газ. В это мгновение ловушка, хранившая топливо в тишине, впервые получает выход наружу. Что происходит дальше? Газ под огромным напором мгновенно устремляется вверх по свежей скважине. Ему больше не нужно бороться с крышкой. Перед ним прямая труба и путь к поверхности. Он сам рвется наверх, а человеку остается лишь направлять и сдерживать этот поток. В этом и вся красота добычи. Ничего не нужно тянуть силой. Газ поднимается сам. Проходят месяцы, затем годы. И топливо ровным потоком течет из глубины наверх. Из него получают тепло для домов, свет для городов и сырье для заводов. На месторождении в Нидерландах газ качали в огромных объемах десятилетиями подряд. Но у этого спокойного потока есть обратная сторона, которую поначалу мало кто замечал. Чем больше газа уходит из пласта, тем сильнее падает давление внутри него. Помните ту невидимую опору, что подпирала камень своим напором? Теперь она слабеет с каждым добытым кубометром, хотя на поверхности этого пока не видно. Газа в порах остается все меньше, и его давление медленно, но верно снижается. И тут возникает вопрос, который кажется простым лишь на первый взгляд. Если газ покидает поры и уходит наверх, что занимает освободившееся место там, внизу? Пустота? Воздух? Или что-то совсем иное, чего мы совсем не ждем? Ответ окажется по-настоящему неожиданным, и именно он перевернет все, что мы думали о недрах. Вот мы и подошли к самому неожиданному повороту всей нашей истории. Логика будто кричит: раз газ ушел из пор, внизу должна остаться пустота. В голове рисуется каменная полость, этакая подземная пещера на месте топлива. Но в реальности все происходит совсем не так. И это удивляет почти каждого. Никакой пустой каверны там не появляется. Земля попросту не терпит пустоты внутри себя. Почему? Вспомните тот самый вес. Над пластом давят километры тяжелой породы. Пока поры были полны газа, под напором этот напор подпирал камень изнутри. Газ работал как невидимая опора и держал песчинки на своих местах. Но давление упало, опора ослабла, и вес сверху тут же взял свое. Тяжелая порода сдавила пласт, и песчинки начали упаковываться теснее друг к другу. Промежутки между ними сжались, и весь пласт стал понемногу тоньше, чем был раньше. У этого процесса есть название — сжатие пласта, или по-научному — компакция. Проще говоря, твердый камень медленно проседает сам в себя под тяжестью сверху. И речь тут вовсе не о резком обвале или грохоте где-то в глубине. Это очень медленное движение, растянутое на долгие годы непрерывной добычи. Слой за слоем, песчинка за песчинкой, огромный пласт становится чуть плотнее и ниже. В каждой отдельной точке сжатие крохотное, буквально доли миллиметра. Но пласт огромен и тянется под землей на десятки километров во все стороны. Сложите эти крошечные сжатия по всей его площади,
и получится внушительная цифра. Весь гигантский каменный слой оседает вниз, теряя часть былой толщины. Там, где раньше был упругий газ, теперь просто плотно спрессованный камень. И вот главное — это движение на глубине не остается запертым внизу, как кажется. Оно медленно ползет вверх, сквозь всю толщу земли, прямо туда, где на поверхности живут люди. Итак, движение с глубины медленно ползет вверх и, наконец, добирается до поверхности. Раз пласт внизу стал тоньше, то и все, что лежит над ним, опускается следом. Земля начинает оседать. Тихо, плавно и совершенно незаметно для глаза. У этого явления есть имя — проседание грунта. И охватывает оно огромную площадь сразу. Но опускается земля не ямой и не провалом, а очень широким и пологим прогибом. Как это выглядит? Вообразите гигантскую невидимую чашу, что формируется прямо под целым районом. В ее центре, над сердцем месторождения, земля проседает сильнее всего, а к краям прогиб плавно сходит на нет, где-то за десятки километров от середины. Вот почему люди наверху долго вообще ничего не замечали и жили как обычно. Проседание было слишком плавным и растянутым, чтобы ощутить его прямо под ногами. На месторождении Гронинген земля со временем просела примерно на 30 сантиметров. Кажется, пустяк, только если не понимать всего масштаба этой картины. Ведь опускается не клочок земли, а огромный участок, где стоят дома, дороги и целые поселки. А для равнинной страны у самого уровня моря такие сантиметры особенно опасны. Здесь люди веками отвоевывают у воды каждый метр суши и держат ее каналами и дамбами. Опустится земля чуть ниже, и вода может пойти туда, где ее быть не должно. К счастью, такое медленное движение сегодня научились ловить с поразительной точностью. Специальные спутники следят за поверхностью из космоса и замечают сдвиги в считанные миллиметры. А приборы на Земле дополняют картину, отмечая каждое движение почвы под ногами. Так люди научились видеть невидимое, то, как целый край незаметно оседает вниз. Но проседание оказалось лишь первым тревожным звонком. Ведь у того, что творилось в глубине, было и второе следствие, куда более пугающее. Чтобы понять его, вспомним. Каменный пласт под землей устроен вовсе не идеально ровно. Сквозь толщу породы тянутся древние трещины. Ученые называют их разломами. Это места, где огромные каменные блоки соприкасаются друг с другом вдоль линии стыка. Долгое время эти блоки лежали неподвижно, плотно прижатые и словно застывшие. Но что случилось, когда пласт начал сжиматься? Спокойное равновесие вдоль разломов стало нарушаться. Сжатие тянуло и нагружало стыки, накапливая в камне невидимое напряжение. Порода терпела до последнего, пока ее держала сила трения между блоками. А потом наступал предел, и один блок резко срывался, сдвигаясь вдоль другого. В этот миг накопленная энергия выплескивалась наружу и расходилась дрожью во все стороны. Так, под спокойной равниной и рождались толчки. Те самые, из которых началось наше видео. За годы добычи в этом тихом краю их набралось больше 1000. Место, где сильных землетрясений быть не должно, вдруг задрожало по вине человека. Такие толчки называют наведенными. Их вызвала не природа сама по себе, а добыча газа. И вот тут прячется по-настоящему коварная деталь. Обычные землетрясения зарождаются очень глубоко, в десятках километров под поверхностью. А эти толчки рождались совсем близко, всего в 3 километрах под домами людей. Из-за такой малой глубины даже слабый толчок бил по поверхности неожиданно резко. Дрожь почти не теряла силы по пути наверх и доходила прямо до стен домов. Сильнейший удар случился в 2012 году у небольшой деревни Хёйзинге. Его сила составила всего 3,6 баллов по шкале Рихтера. Вроде бы совсем немного, но из-за близости к поверхности он повредил тысячи домов по всему региону. Именно после него на скрытую угрозу наконец обратили самое серьезное внимание.
После толчка у Хёйзинге стало окончательно ясно. Дело зашло слишком далеко. Но ведь проблема копилась годами, задолго до этого удара. Жители писали жалобы снова и снова, трещины в стенах множились, а дома ветшали. Поначалу им почти не верили. Какие землетрясения там, где их отродясь не бывало? Многие списывали все на старость построек или обычную усадку грунта. Однако толчки повторялись, а счет поврежденным зданиям шел уже на тысячи. Появлялись трещины на фасадах, перекашивались дверные проемы, осыпалась штукатурка. Люди попросту перестали чувствовать себя в безопасности в собственных домах. Каждый новый толчок напоминал, под ними происходит что-то, чего они не в силах остановить. Что вообще делать, когда по целым регионам раз за разом вздрагивает земля? Власти в итоге запустили огромную программу. Дома укрепляли, усиливали стены и фундаменты. Пострадавшим выплачивали компенсации за ремонт и причиненный ущерб. Инженеры проверяли постройку за постройкой, оценивая, выдержит ли она новую дрожь. Но работы денег требовалось все больше, а конца этому видно не было. И тогда встал вопрос, которого раньше никто и вообразить не мог. Стоит ли и дальше качать газ, если ценой становится покой и безопасность людей? А ведь речь шла вовсе не о какой-то заброшенной скважине на окраине. Это было крупнейшее газовое месторождение всей Европы, гордость и опора целой страны. Оно десятилетиями приносило огромные деньги и давало тепло миллионам домов. Отказаться от такого источника — решение почти немыслимое по своим масштабам. Представьте, сколько всего было завязано на этот газ. Экономика, отопление, тысячи рабочих мест. И все же выбор в итоге сделали в пользу людей, а не прибыли. В 2023 году добычу газа здесь остановили, а в 2024 месторождение закрыли уже официально и навсегда. Только вдумайтесь в это. Гигантский источник богатства выключили не потому, что газ кончился. Его выключили потому, что земля под ногами людей менялась слишком сильно и опасно. В истории такое случается крайне редко, и тем ценнее и важнее этот пример. Но закрыть месторождение — это, как ни странно, еще далеко не конец истории. Что же остается там, в глубине, после того, как газ перестают качать? Итак, добычу остановили, вышки замолчали. Но что происходит с самим месторождением дальше? Первым делом за дело берутся инженеры, и работы у них немало. Ведь под землей остаются сотни скважин, ведущих прямо в опустевший пласт. Их нельзя просто бросить и уйти. Открытая скважина со временем становится опасной, поэтому каждую из них тщательно и надежно запечатывают на всю глубину. В ствол закачивают прочные пробки и особый цемент, наглухо перекрывая любой путь наверх. Скважину словно заваривают изнутри, чтобы ничего уже не могло по ней подняться. На нашем месторождении так предстоит заглушить целые сотни таких скважин. Работа кропотливая, дорогая и растянутая на долгие годы вперед. Но значит ли это, что опустевший пласт теперь просто мертвый груз под землей? А вот и нет. И это, пожалуй, самое любопытное. Пористый камень, что десятилетиями держал в себе газ, никуда не делся. Все эти крохотные поры по-прежнему на месте, только газа в них больше нет. А раз есть готовые пустоты, их можно с умом использовать снова. И люди давно научились это делать — превращать старые пласты в подземные хранилища. Как это работает? Летом, когда газа в стране расходуют мало, его закачивают обратно в такой пласт. Он спокойно ждет там, под каменной крышкой, до наступления холодов. А зимой, когда отопление работает вовсю, газ поднимают наверх и пускают людям. Получается огромная природная кладовая, спрятанная на глубине в несколько километров. Более того, сегодня в подобных пластах задумываются хранить и кое-что еще. Например, водород как топливо будущего или углекислый газ, убранный из воздуха. Тот самый камень, что однажды отдал свое топливо, может послужить человеку снова. Так что жизнь месторождения вовсе не заканчивается в тот день, когда газ иссяк. Подземный мир не застывает. Он продолжает меняться и работать
даже в полной тишине. И это подводит нас к главному выводу всей нашей сегодняшней истории. Давайте соберем всю картину воедино. Теперь она выглядит совсем иначе, чем в начале. Помните тот пугающий миф о гигантских пустых пещерах под землей? Мы убедились, что это всего лишь миф. И правда оказалась куда удивительнее. После добычи газа под землей не остается ни дыр, ни каверн, ни пустот. Вместо этого пласт медленно сжимается, а вслед за ним оседает и сама поверхность. Целый спокойный край может незаметно проседать на десятки сантиметров вниз, а древние разломы в глубине пробуждаются и отзываются толчками у самых стен домов. И все это из-за того же газа, что тихо горит на обычной кухонной плите. Только вдумайтесь, какая невидимая цепочка тянется от нее вглубь Земли. Мы разобрали и то, чем обернулась эта история для целого региона и страны. Крупнейшее месторождение Европы в итоге выключили не потому, что газ иссяк, а ради людей. И даже опустевший пласт не умер. Он еще послужит хранилищем на долгие годы вперед. Земля под нашими ногами вовсе не мертвый и застывший камень, каким кажется. Это живой, подвижный мир, где все связано и где каждое действие человека отзывается эхом. Мы привыкли смотреть вокруг, но так редко задумываемся о том, что происходит внизу. А ведь именно там, в глубине, и скрывается самый настоящий потаенный горизонт. Надеюсь, сегодня вы взглянули на привычную землю под ногами совсем по-новому. А что удивило вас больше всего? Пустота, которой нет, или толчки от простой конфорки? Обязательно напишите об этом в комментариях. Нам очень важно и интересно ваше мнение. Ставьте лайк, если сегодня узнали что-то новое. Поделитесь этим видео с друзьями и родными и подписывайтесь на «Скрытый горизонт», чтобы не пропустить новые погружения в тайны нашего мира. Впереди еще много историй, которые заставят вас взглянуть на привычное совершенно иначе. До встречи в следующих выпусках.